нами сегодня Беттина Попова и Сергей Мозгов, победители универсиады. Беттина и Сергей, вот эта универсиада была последний старт в сезоне. Что вы после этого сделали? Всем здравствуйте, во-первых. Во-вторых, после универсиады мы чуть-чуть отдохнули, а дальше начали восстанавливать наше здоровье, которое потрепалось изрядно за сезон. Беттина восстанавливала свою ногу, я восстанавливал свои проблемы. Вот, относительно недавно начали по-человечески тренироваться. Вот, поэтому, в принципе, отдохнули, восстановились. Уже наработали какие-то элементы, уже какие-то идеи постановок, уже есть вещи какие-то, что мы успели сделать за столь недолгий срок на самом-то деле, потому что катались после универсиады мы совсем мало. Ничего. Да. Главное, что сейчас уже все в порядке. Да. Дальше работать. Этот прошлый сезон, это был ваш первый сезон с новым тренером, с Анжеликой. Какие выводы вы можете уже сделать после этого сезона? Мы все-таки уже ужасные спортсмены. Но на самом деле, какие выводы можно сделать? То, что нам нужно работать над собой, то, что по-другому, совершенно разный подход к работе. В этом сезоне мы не дотянули до нашего тренера. Наш тренер круче нас. Да. И в этом сезоне мы собираемся в будущем исправить эти недочеты все и быть достойным своего тренера. Потому что у нас ужасные характеры. Мы отвратительные спортсмены, которые неадекватно работаем. Нам нужно все-таки начать это делать уже нормально, потому что у нас есть все, чтобы побеждать. И мы собираемся это делать, потому что сидеть в среднячке нам надоело. Да. А почему вы считаете, что вы неадекватный? Это видно со стороны. Мы часто ругаемся на льду. Анжелике Алексеевне очень тяжело с нами, потому что у нас, правда, эти очень сложные характеры, и она хочет в нас что-то вложить, мы хотим что-то сами вложить, у нас не всегда это совпадает, и из-за этого у нас случается очень много конфликтов, и мы не всегда умеем их решать должным образом. Я думаю, в этом сезоне будет легче, потому что мы уже осознаем свои ошибки, во-первых. Во-вторых, знаем, как подстраиваются. И Анжелика, я думаю, понимает тоже, где, что и как. На самом деле, уже к концу сезона у нас начали налаживаться отношения, и начало идти работа. То есть на чемпионате России мы уже показали достойное катание, и, разумеется, на универсиаде мы выдали максимум того, что могли выжать из этого сезона. Разумеется, первый год он сложный, притирочный, поэтому мы не смогли показать все, что нам дал наш новый тренер, и мы собираемся это показать в новом сезоне. Тем не менее, какой прогресс вы считаете, вы сделали в том сезоне? Прогресс, я бы сказал, то, что, возможно, это немного другой стиль катания, как-то так. То есть у Ксении Геннадьевны у нас все-таки было более дерганое. Сейчас оно постепенно становится более мягкое, более плавное. Пытаемся двигаться в направлении идеала в этом направлении, тавтология. Цезарон. В современных тенденциях фигурного катания. Да. Но со своим видением этого всего дела. Не копировать, а именно просто брать какие-то положительные части других и понимать, что это сейчас востребовано. Мы пытаемся это воплотить своими ногами, плюс еще показать свою индивидуальность и свои идеи. Как вы сказали, что вы уже там начали работать, уже есть какие-то идеи. Что вы можете рассказывать про новую программу? Мы можем рассказать все. Нам скрывать нечего. Мы все равно их когда-нибудь покажем. У нас произвольная программа под шикарную музыку группы Queen. Богемская рапсодия, да. А короткая у нас кабаре. Веселая, задорная. Будут две разные совершенно программы. А богемская рапсодия будет для нас совершенно, не совершенно в новом стиле, но в целом это будет для нас новый опыт. И там нас ожидают очень интересные элементы. Мы их уже придумали, но еще не делали. Мы просто знаем, что нас ждет, и мы немножечко недоумеваем, как это вообще возможно. Но мы надеемся, что нас удастся это воплотить, потому что действительно идеи есть невероятные. А это, как вы находите такие идеи? Как-то совместно. Мучаемся, страдаем, думаем. Муки. Потому что, все равно хочется смотрим придумывать. на чьи-то какие-то там из цирка выступления, еще откуда-то.
шоу различные. Очень много интересных вещей ребят делают на ледовых шоу. И мы стараемся не делать то, что делают все в программах. Да. То есть мы стараемся идти от обратного. То есть кто-то сделал вот так, мы это отметаем. Мы будем делать что-то свое. Поэтому это очень важно придумывать что-то новое, чтобы фигурное катание в целом развивалось. Чтобы оно не стояло на Да. месте, не зацикливаться, так сказать. А на полу вы это пробовали? Или... Да, на полу мы это уже попробовали, это очень круто. Как это можно на льду Не сделать в знаю, коньках, как мы понятия не имеем. Там Понятия. такая поддержка у нас есть. Мне уже страшно. Я маме отправила фотографию, мама сказала, я не буду смотреть прокат. Я не буду это смотреть. Сама катайся. А как вы выбрали вашу музыку? Это вы предложили? Или Анжелика? Но итоговый вариант, то, что «Богемская рапсодия» предложили мы уже. Да, потому И- что изначально был другой вариант, Да. который был более сложный для понимания зрителям Да, но и для понимания мощный. нами на самом Да, деле. ну пока мы еще не того уровня спортсмены. Да, я бы была сказал слишком так. сложная для нас музыка, мы еще не готовы к Да, ней. и мы предложили «Богемскую рапсодию», и Анжелика согласилась, увидела нас в этой программе, Да. сказала, что вау, Самое да, главное, это что будет Анжелика круто. нас видит в этих программах, она в нас верит, она Ну. чувствует это в нас, и поэтому мы уверены, что у нас все получится. А кабарет кто придумал? Общее. 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 Это как-то все вместе пришли. Ну, потому что, знаете, с мюзиклами тут это все так. особо, Это... да, недалеко уйти Да. нужно. Учитывая, что должно быть четко Чарльстон, свинг и еще фокстрот, что- да. по-моему, то как бы тут не такой уж Не большой такой выбор, да. разброс, да. Ну, я думаю, что будет очень интересно. То, что... Мы надеемся, тоже мы надеемся. сделаем все возможное, чтобы зрителям Да. было интересно, потому что для кого, как не для них, мы катаемся. Это да. Хорошо, тогда желаем удачи в новом сезоне. Спасибо Спасибо большое. большое.